Всех приветствую! Находимся мы в Ростовской области, станица Багаевская. Меня зовут Молчанова Наталья. И вновь рубрика «Вы нам писали», в которой я пытаюсь развернуто отвечать на ваши вопросы. Вот такой хороший вопрос, а главное своевременный. Написала нам Лариса Абрамова под роликом, где я рассказываю, как и чем кормить уток в зимнее время. А для чего так много всего мешать в корм? Ведь в дикой природе никто им ничего не дает. Ни витаминов, ни рыбокостной муки, ни мясной. Угу. Итак, друзья мои, давайте вместе разбираться, для чего же действительно в корм мешать рыбную и костную муку. Ну и давать витамины, соответственно, также птичке. Но где птица действительно найдет ее в дикой природе? Давайте, наверное, сначала определимся, что же ест мускусная утка в дикой природе. Да не только мускусная утка, любая другая утка. Так вот, начнем с того, что мускусные утки не придирчивы к еде совершенно. Они всеядны. Они питаются как растительной, так и животной пищей. В дикой природе настолько разнообразный рацион у птиц, что многим домашним питомцам даже не снилось. Потому как их заводчики считают, что кроме пшеницы и кукурузы им больше ничего не требуется. Прежде всего, утка в дикой природе вдоволь питается травой, стеблями, семенами, корешками, корнеплодами, даже листвой с деревьев. Короче, всем зеленым питается утка в дикой природе. Кроме этого, в ее рацион питания входит и животная пища. Все виды насекомых – жуки, червяки, личинки, сверчки, кузнечики, гусеницы, да много других насекомых. Они с таким удовольствием поедают улиток, мелких рептилий и даже мышей. С азартом лопают, как шоколадки, даже маленькие утята-подростки. Ну и также всякая мелкая живность водоемов в виде рыбок, маленьких, да, членистоногих, пресмыкающихся, головастики, ракообразные, мальки. Короче, мускусы отлично справляются с борьбой с вредителями, поскольку поглощают насекомых с самых первых дней жизни. Вот такой богатый рацион у утят и их родителей в дикой природе. Да, мясокостной муки, конечно же, и рыбной в дикой природе не существует. Но ее существует вдоволь совершенно в другом виде, в живом. Так вот, почему же в домашних условиях необходимо давать витамины, рыбную и костную муку? Потому что, мои хорошие, не в каждом хозяйстве есть возможность держать птичку на вольных хлебах, чтобы она где-то у вас ходила там вот по лесу, да, в степях. Большая часть птицы содержится в загонах, в которых нет ни травки, ни муравки, потому что всю муравку еще до них выели предыдущие птички. А зимой, так и того, птичка этого не видит в закрытых загонах. Поэтому, мои хорошие, кто задается подобным вопросом и не понимает, зачем в домашних условиях кормить птичку, хорошо кормить птичку, объясняю. Если вы хотите, чтобы из утят получились достойное племя, то как минимум до 5 месяцев в обязательном порядке кормить нужно сбалансированно, как животной, так и растительной пищей. Особенно необходимо уделить внимание растущему молодняку, потому как пока растет корпус у утеночка, там, неважно даже цыпленочка, у любой птички, у любого животного, корм должен быть очень питательным, так же, как у нас с вами, у людей. В эти дни мы закладываем наиважнейший этап жизнедеятельности нашего племенного стада. Почему я сказала до 5 месяцев? Потому что сначала птичка растет, потом она ходит в ювенальную линьку, меняет перо, и ей также необходимо хорошее питание в этот момент, пока птичка линяет. Если же у вас нет возможности и времени составлять для них правильный и сбалансированный рацион, варить им кашки там на бульончиках, еще что-то, то, пожалуйста, доверьтесь в этом случае специалистам комбикормов и кормите правильно комбикормами, в которых присутствуют все важные микроэлементы для хорошего роста утят. Ну и, соответственно, чтобы пережить морозы и к весне быть во всеоружии, готовиться стать родителями, птичка также хорошо должна питаться, чтобы ее детки были здоровыми, ну и не падали на ножки.
Я вам больше скажу. Если мама-утка понимает, что ей не хватает достойного питания, и ей потребуются необходимые микроэлементы, а она в это время сидит на гнезде, то она будет есть свои яйца. Не все и не за раз, а только в крайнем случае, когда потребуется ее организму. Для чего? Да элементарно, чтобы досидеть до конца кладки и вывести хоть какую-то часть малышей. Уже не важно, сколько она их выведет, но ей нужно их вывести. Вот, поэтому она будет искать питание даже в яйце, на котором она сидит. Но не переживайте, не бойтесь, мускусная утка – это не курица, которая жрет без меры. Если она уже начала есть свои яйца, то хрен остановишь этот расклев. Утка употребляет свои яйца только в случае острой необходимости, чтобы ей высидеть утят. А сидят они минимум на гнезде 35 дней. Ей нужно хорошо питаться. Так вот, чтобы утка во время высиживания не поедала своих утят, ее необходимо кормить сбалансированно. Если вы обратили внимание на то, что утке пропадает яйцо под ней, либо, может, вы увидели, как она ест эти яйца, вы не переживайте, она их все не съест. Ваша задача состоит как раз в этот момент в том, чтобы начинать кормить правильно, дать ей побольше питательных веществ. То есть утка все не съест, это я вам гарантирую. Я уткам даю просто так яйца, могу просто вот сырыми бить туда, где зерно, они их едят, но свои яйца не трогают. То есть они едят те яйца, которые я им положила в корыто. Разбила, вот так вот целиком, я вам честно говорю, брала просто вот так вот яйцо, разбивала в корыто, они его поедают, тут же вокруг них лежат их яйца, свои яйца они не поедают. Но я же говорю, они едят свои яйца только в случае острой необходимости. Но, смотрите, если у вас не стоит задача оставлять птицу на племя, исключительно выращиваете птичку на мясо, то в любом случае до 2 месяцев кормите сбалансированно и желательно хорошим кормом, комбикормом. Вот. Потом сажайте на пшеницу и кукурузу, и вот будет вам счастье. Если вы хотите получить отдачу от ваших питомцев, то придется и вкладываться соответственно. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос более чем развернуто. Друзья, кому понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Не понравилось, пишите в комментариях свое фи. Ну, так как дизлайки YouTube больше не показывает, и я не оценю ваш негатив. Подписывайтесь на мой канал. Также прошу вас сделать репост данному ролику в социальных сетях, либо на своем канале. На своем канале это можно сделать в Яндекс.Дзене, да, в YouTube такой нет функции. Тем самым вы помогаете мне в продвижении моего канала, а значит еще больше заинтересовываете меня раскрывать свои секретики. Всех крепко обнимаю, люблю, берегите себя и своих близких. Всем пока-пока, до новых встреч. Так, у меня теперь к тебе вопрос. Как ты смог запутаться за эту веревку? И как ты поймал мышь? А? Как? Что это значит? Отдай мышь. Это охренеть просто можно. Все, я забираю у него.